Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Продолжаем серию видео про разбор различных ситуаций. Что сказать в конкретном случае? Если вы не видели другие ролики на эту тему, внизу прикреплю ссылку на плейлист с предыдущими частями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ставьте лайк на видео и активируйте субтитры, если они вам нужны. А мы начинаем. Итак, представьте, вы гуляете в центре города и вам срочно понадобилось в туалет, а поблизости вы ничего не видите. И вам нужно спросить у прохожего, где вы можете найти ближайший туалет. Помним, что прежде всего нужно извиниться. Извините, вы не подскажете, где я могу найти туалет? Прошу прощения, подскажите, пожалуйста, где я могу поблизости найти туалет? Вы также можете поздороваться с человеком, прежде чем говорить «извините», «подскажите, пожалуйста» и так далее. Но это не обязательно. По такому же принципу мы можем узнать, где находится ближайший супермаркет, или банкомат, или аптека. Главное быть вежливыми и тактичными. Дальше. Вы хотите оплатить товар или услугу, но у вас с собой либо только наличные деньги, либо банковская карта. Вам нужно уточнить, каким способом вы можете произвести оплату. Я могу оплатить наличными? Или более разговорный вариант – наличкой. Но он уместнее прозвучит в неформальных ситуациях, а в формальных все же лучше использовать слово «наличными». Я могу оплатить картой? Оплата картой возможна? Не обязательно говорить банковской картой, поскольку при оплате это и так подразумевается. Можно по QR-коду? QR-код – это еще один способ оплаты, который в последнее время довольно распространен. И часто в магазинах продавец спрашивает, может ли покупатель оплатить по коду. Вы можете как согласиться, так и отказать, если для вас этот способ неудобен. Теперь, вы отдали в мастерскую рюкзак, чтобы мастер починил вам замок. Забрать рюкзак вы можете только в воскресенье и не раньше 3 часов дня. Поэтому нужно уточнить часы работы этой мастерской. До скольки вы работаете в воскресенье? Я могу подойти в 15:30? Или, может быть, у вас наоборот получится зайти с утра? Тогда можно уточнить, со скольки вы работаете в воскресенье. Вы приехали в отпуск или в командировку. Командировка – это поездка по работе. И заселились в отель. У вас есть несколько вопросов, которые нужно задать на ресепшене. Среди них следующее. Я хотела спросить, есть возможность заказать завтрак в номер? Я могу заказать завтрак в номер? А можно заказать завтрак в номер? В отеле есть завтраки? А если вы не заказываете питание в отеле, а покупаете и приносите что-то с собой, то, возможно, вам понадобится спросить: у вас есть микроволновка? Я могу подогреть еду? Или вам нужно попросить пароль от Wi-Fi? Это может быть как в отеле, так и у кого-то в гостях. И вы можете сказать: у вас есть Wi-Fi? Можно пароль? А теперь, не уходя далеко от отеля, вы забронировали номер, но заселение у вас с 14:00. Вы при этом приехали раньше. И чтобы не носиться с чемоданами, решили уточнить, нет ли возможности уже заселиться в номер. Здравствуйте, прошу прощения, приехала чуть раньше. Я могу заселиться в номер сейчас или мне нужно подождать? А когда вы наоборот выселяетесь из отеля и выехать вам нужно, например, до 11 часов, тогда вы можете задать следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, можно я оставлю здесь свои вещи и заберу их через несколько часов? Прошу прощения. У вас есть камера хранения? Я бы хотела оставить свой чемодан ненадолго. Скажите, пожалуйста, есть возможность оставить вещи и забрать их немного позже? Идем дальше. Вы задали носителю какой-то вопрос, и он вам на него отвечает. Но вы либо не слышите, либо не понимаете, что он говорит, потому что говорит он слишком быстро. В этом случае вы всегда можете попросить говорить помедленнее. Извините, могли бы вы повторить чуть медленнее? Я не совсем понимаю, что вы говорите. Или просто повторите, пожалуйста. Здесь может иметься в виду, что вы как не поняли, так и не расслышали.
Поэтому, если вы просто-напросто не услышали, что сказал ваш собеседник, то вы можете таким образом попросить его повторить. Вы долго гуляли в неудобной обуви и натерли ногу. Чтобы немного облегчить себе жизнь, вам нужно зайти в аптеку и купить себе лейкопластырь. Вы не знаете слово лейкопластырь, хотя, конечно, можете посмотреть в переводчике, но ваша задача в том, чтобы объяснить фармацевту, что вы от него хотите. Первым делом вы, конечно же, поздороваетесь. Здравствуйте, у меня проблема. Я натер ногу, и мне нужна вещь, которую можно наклеить на рану, чтобы стало легче. Но если вы знаете слово лейкопластырь, или часто мы его еще называем пластырем, более короткое и удобное слово, тогда вы можете сразу сказать: «Добрый день, мне, пожалуйста, лейкопластырь». Стоите вы на остановке и ждете автобус номер 362. И вдруг видите, что подъезжает другой автобус, но на котором написан адрес, к которому вы направляетесь. Вы не уверены, что попадете туда, куда вам нужно, поэтому уточняете у заходящих в автобус людей, точно ли он идет по этой улице и остановится ли он возле нужного вам места. Я прошу прощения, а этот автобус проезжает поликлинику номер 2 или чуть более длинный вариант? Извините, я вижу, этот автобус идет по улице Абрикосовая, а он останавливается возле поликлиники номер 2 или поворачивает немного раньше. Имеется в виду, поворачивает на другую улицу. И последняя ситуация. Вы опаздываете на регистрацию в аэропорту. Находите свою стойку и видите страшное, огромная очередь, из-за которой вы точно не успеете зарегистрироваться на свой рейс. Да-да, именно из-за очереди. Не из-за того, что вы вышли из дома на час позже запланированного. Но есть решение. Вы можете попросить людей пропустить вас вперед, объяснив ситуацию. Каким образом это можно сделать? На самом деле все очень просто. Извините, пожалуйста, у меня регистрация заканчивается через 10 минут. Можно вас попросить пропустить меня вперед? Я прошу прощения, пропустите меня, пожалуйста, у меня регистрация заканчивается. Конечно, вас кто-то пропустит, после чего нужно обязательно поблагодарить людей за проявленную доброту. Спасибо большое, вы меня очень выручили. Благодарю вас, хорошего вам полета. Или просто огромное вам спасибо. И на этом у меня сегодня все. Если с вами происходили какие-нибудь ситуации, в которых вы не знали, что сказать или как отреагировать, пишите о них в комментариях, чтобы у нас было больше примеров для рассмотрения. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!